Приветствую уважаемых подписчиков и гостей канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Чеченский вор в законе Ахмед Дамбаев, который предположительно был задержан в Турции 7 февраля, не мог законно покинуть Россию, так как находится в федеральном розыске. Беспрепятственный выезд из страны может свидетельствовать о его сотрудничестве со спецслужбами. Согласно картотеке МВД, Дамбаев находится в розыске по обвинению в преступлении. Также в карточке указано его подложное имя Руслан Прохоров и контактный телефон для сообщения информации о разыскиваемом. Телефон МВД Северной Осетии. По информации источника, Дамбаев прилетел в Турцию на частном бизнес-джете в сопровождении крепких молодых людей. При задержании у них были изъяты оружие и более $2 миллионов США, которые перевозились в спортивных сумках. Источник в Стамбуле сообщает о том, что уже после задержания Ахмеда Дамбаева в Турцию на втором бизнес-джете прилетела команда переговорщиков с целью освобождения Дамбаева и его возвращения в Чечню. Обсуждается сумма в размере $5 миллионов. Руководитель правозащитной организации Владимир Осечкин в комментарии для «Кавказ Реалии» отметил, что Дамбаев и его бригада вылетели из Грозного. Собеседник утверждает, что перемещение криминального авторитета может быть связано с подготовкой покушения на самого Осечкина. Ранее он заявил, что сотрудники ФСИН и ФСБ России якобы пытаются найти киллера для его убийства среди выходцев из Чечни во Франции, куда уехал правозащитник после публикации архива пыток в российских тюрьмах. Открытым остается самый главный вопрос: как его из России выпустили, когда на Дамбаева в Северной Осетии возбуждено дело о занятии высшего положения в криминальной иерархии, и он находится в федеральном розыске, подчеркнул Осечкин. Первый раз в 2009 году его арестовали в Москве по самой чеченской статье. Ахмеда обвинили в разбое с применением оружия. Тихим, незаметным карманником, из которых ранее слагалась основа воровского легиона, он не был. В июле 2011 года Дамбаева осудили на 10 лет строгого режима. Тюремный путь начался в Бутырке и продолжился во Владикавказе, совсем недалеко от родного дома. С первых дней нахождения в неволе Ахмед зарекомендовал себя злостным отрицалой, поэтому из теплых краев его вскоре отправили на перевоспитание в края северные и холодные. Из ростовского Богатиновского Централа он попал в Солилецкий «Черный дельфин», фабрику поломки воров в законе. Из «Черного дельфина» чеченца отправили в столь же знаменитую, своей строгостью, тюрьму в Ельце. Суровые испытания не заставили его поменять линию поведения. Немного подвело здоровье. Дамбаева отправили подлечиться в специальное лечебное учреждение закрытого типа в Махачкалу. На Северном Кавказе заключенный надолго не задержался. Его ждала колония в поселке Пирсы близ Архангельска. Чеченец стал одним из самых опасных преступников, этапированных в последнее время в Поморский край. Путешествия Дамбаева по стране закончились в Челябинской области, куда он попал, пройдя через столичную матросскую тишину. На Южном Урале заключенному предстояло познакомиться с колонией в Кыштыме прежде, чем он попал в отмеченный печальной славой, связанной с постоянными издевательствами над зэками, Копейск. Титул вора в законе Ахмед Шалинский получил в заключении, заслужив его стойкой позицией закоренелого отрицалы. Рекомендовала чеченцев семью партия кутаисских и сухумских воров в законе, сплотившихся вокруг воров Тариеланяни и Мираба Сухумского. У них был к Ахмеду Шалинскому свой интерес. Их война с мощной воровской группировкой деда Хасана достигла апогея. Численный перевес явно был на стороне хасановцев. Дисбаланс должен был подлежать немедленному устранению. Вора в законе, в отличие от комсомола или КПСС, хором не записывают. Прием недостойных звания может тенью лечь на их крестных отцов, которым придется отвечать за грехи крестных детей. Сито отбора было довольно жестким, но споров кандидатура Ахмеда не вызвала. В тюрьме он строго блюл воровские понятия, к тому же он никогда не был замечен в поразившем воровскую братью увлечении лекарствами.
В начале декабря 2012 года в далеком Дубае произошла грандиозная сходка воров в законе, в результате чего в воровскую семью были приняты сразу 16 новых членов. Новоиспеченными братьями Ахмеда Шалинского среди прочих стали русский по национальности Леха Злак, сородич Ахмед Сутулы и Хаджи Бейлаганский. Среди крестных отцов очно или заочно высказавшихся за принятие решения прозвучали голоса Таро, Мираба Сухумского, Антимаса Кухилава, Равшана Ленкоранского и Ираклия Хуту. Сторона деда Хасана была крайне возмущена проведенным мероприятием, усмотрев в нем множество процедурных нарушений. Воры, близкие к Хасану, и сам лидер сообщества отказались признавать легитимность дубайской сходки и ее решений. В первый день Нового года Ахмед Шалинский из неволи написал на волю курсовую, в которой он воздержался от принятия титула вора в законе. Причин, сподвигнувших его на такое решение, он не раскрыл, ограничившись только констатацией некой их уважительности. Случилось нечто неординарное. Подход и предложение стать вором в законе – высокая честь для любого бродяги. Ахмед Шалинский добровольно отказался от имени. Как потом выяснилось, не окончательно. Прошло всего 2 месяца, как его короновала другая группа воров в законе, ориентированных на деда Хасана. Самого лидера уже не было в живых. Пуля снайпера настигла его на ступеньках крыльца столичного ресторана «Золотой фаэтон». Процедура, ввиду нахождения Ахмеда в неволе, опять же была произведена заочно. Во второй раз крестными отцами чеченца стали не менее известные персоны Тимур Свердловский, Гела Кардава, Вагиф Бакинский, а его новоиспеченными собратьями Звиат Тбилисский, Рашад Генджинский и Имин Ахмедов. Случившееся говорит только об одном. Ахмед Шалинский сделал свой выбор в пользу тбилисской партии воров, в законе в противовес предложению встать на сторону Таро с Мирабом. Видимо, несколько недель перед самым Новым годом, минуя крепкие тюремные стены, шли напряженные дипломатические переговоры с Ахмедом Шалинским. Отказавшись от короны, он тут же получил ее из других рук. Ахмед Шалинский активно включился в воровские межклановые разборки. В сентябре того же года он вместе с ворами Лоту Гули, Роландом Шляпой и Гелой Гальским подписал прогон, развенчавший активных соперников Тахи и Равшана Ленкоранского. Обоих воров обвинили в организации убийства деда Хасана и лишили имени за явно не воровской поступок. В дальнейшем Равшану враги в полной мере отомстили в Турции, устроив засаду на его джип. Так случилось, что в тюрьме Ельца Ахмеду Шалинскому пришлось провести в одной кампании с главным соперником деда Хасана вором Таро, чуть не ставшим его крестным отцом. Личной встречи и разговора по душам не получилось. Отбывавшего длительный срок Таро во всех колониях всегда надежно изолировали от арестантской массы. Годами он не вылезал из изолятора. Тюрьма для Ахмеда Шалинского тоже не стала легкой прогулкой. Он постоянно нарушал лагерный порядок, набрав внушительную коллекцию взысканий. Именно поэтому ФСИН запросил для него жесткие меры административного надзора после выхода на свободу. По решению суда в течение 8 лет власть будет пытаться контролировать жизнь вора в законе. В этом смысле Ахмед Шалинский претендует на звание рекордсмена. После того, как 9 октября 2019 года Ахмед Дамбаев освободился из колонии, он вернулся в Чечню. В Северной Осетии в 2020 году в отношении Ахмеда Дамбаева, более известного в криминальных кругах как Ахмед Шалинский, возбуждено уголовное дело по статье 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии». В сентябре 2021 года его коллеге чеченскому вору в законе, Ахмеду Шалинскому, по поводу 2 миллиона якобы присвоенных им общаковых долларов, отправили ультиматум. Соответствующее решение было принято на воровской сходке в Афинах при участии до 3 десятков воров в законе. Поскольку сам Ахмед, несмотря на тщетные попытки воров до него дотянуться, на связь так и не вышел, его воровские полномочия приостановили, о чем были уведомлены все завязанные на него регионы и лагеря. Сам Ахмед говорит, что ни от кого ничего не получал.
Однако призванные к ответу кассиры утверждают обратное. Выясняется, что приближенные Ахмеда еженедельно обналичивали в банкоматах Грозного сотни тысяч рублей. Поскольку слово Ахмеда для его людей перевешивает хор ропщущих голосов из Греции, плотные потоки черного воздуха не перекрылись даже после того, как греки в августе поставили на это запрет. На все финансовые претензии в его адрес, в том числе по поводу квартиры в Москве и дома в Чечне стоимостью 150 и 300 миллионов рублей соответственно, Шалинский отвечает, что заработал, пока сидел, миллиард на нефтянке и в деньгах не нуждается. Также собравшие в сходке криминальные авторитеты объявили, что Ахмед Шалинский больше не является вором в законе.